Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. В сегодняшнем видео мы создаем абсолютно новый аккаунт для того, чтобы, наверное, посмотреть, что же там изменилось. Потому что реально, ребят, у нас говорят, что новички совсем-совсем по-другому начинают игру. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Присоединяйтесь в телеграм-группу, она будет в описании. Там даже проводятся крутые розыгрыши по премиум аккаунтам на халяву. Участвуйте, получайте и, естественно, все будет чики-бамбони. Итак, наш пацан встает. Болит голова где-то. Что происходит? Вчера, наверное, был жесткий, конечно же, интересный отдых. Смотрите, музыка это, да? Вот, музыку сразу отключаю. Итак, наш персонаж проснулся возле пикапа. Начинается совсем все по-другому. И это очень-очень круто. Что хотел, нас учат ходить, пикапа смотреть. И сразу не дают нам возможности зайти в инвентарь. Ну, давайте посмотрим, можно ли новичку условия положения правый нижний угол. И мы держим 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9 и где-то приблизительно 10 секунд. Включаем 60 FPS. И игра сейчас должна быть намного плавнее, намного интереснее, намного приятнее. Новичок начинает совсем по-другому. Говорят, и база изменена, и то, что здесь лежит, тоже изменено. Вместо тесака у нас бейсбольная бита. У нас здесь показывается, что закрой, типа убить зомби, заселение. Режим стелса, не раз меня спасал, аптечки, все это просто очень круто. Нам подсказывают до такой степени, как будто ты ни разу не играл в подобные игры. Круто. Забираем все, что в зомби, и сразу собрать ягоды. Информация поступает постепенно, очень круто, в небольшом количестве. То есть нужно съесть ягоды, Есть, миссия завершена. Так, у нас открывается вот такая вот тема, где ты можешь сразу забрать 10 еды, 10 воды. Нам все показывается, интересно. И почта. Сразу у нас забрать бутылки, говорит. То есть что, забрать что ли? Забрать награды на почте. То есть сразу вот такая вот тема. А обе что ли? Вы чё? Сразу с почты заставляет у нас смотреть дом. У нас дом по-другому построен совсем. Он теперь не тот маленький дом, который мы привыкли видеть. Тут уже есть двери. Намного меньше камня. Извини, олень. Осмотреть сундук. И как вы видите, что начинаем мы теперь по-другому. Сложить все нас заставляет. Собрать 3 бревна с растительного волокна и всего остального. То есть все вот это вот интересненько. Нажимаешь авто. Ладно, давайте будем чисто без авто. Давайте мы будем чисто вот так вот то, что нам показывает игра. Нужно еще одно волосню. Кстати, заметьте, что 2 сразу добавляется. Бревно по одному. И известнячок, который тоже, в принципе, здесь присутствует. Так, новый уровень. Круто. Что тут ты выбираешь все что угодно. Создать, говорит, топор. То есть игра теперь играется по-другому, интереснее. Но самое главное, самое интересное, что мы здесь видим базу. Нам сразу не разрешают строить. Нам ничего не разрешает. Зайти в сезон не разрешает. Разрешает только зайти сюда. Забрать какие-то награды. Все вот это. Срубить 2 дерева. Дерево на пути не могу пройти, зомби на пути не могу пройти. Короче, вот эта вся тема, которая у нас заезжена на все 4 стороны. Очень, конечно, интересно, что начало новичка совсем стены. То есть сразу, если ты соберешь обломки стены, то прикинь, что будет дальше. Ты не сможешь потом пройти, наверное. Но мне не давало до этого ничего делать. Так, построить деревянный пол. Нам предлагает построить здесь деревянный пол. В принципе, отлично, максимально симпатично. Деревянные стены. То есть, понятно, полы, стройка, стены. Отлично. Нам говорят, что типа стены. Есть хоть как туда зайти? Ага, так, все-таки у нас все есть. Все отличненько. Короче, нас учат сразу же и строить, и маленький ящик. И, короче, игра начинается очень сильно большой обучалкой. Строить нас учат вообще через другой доступ. Не так, как мы привыкли. По крайней мере, не так, как я привык. И
у нас уже даже пройдены какие-то этапы, которые просто очень круто. У нас есть граммофон, пластинки. Добыть известняк из залежей, то есть получается, что тут только вот таким вот образом. Я так понимаю, что почта не раз меня спасала, как вы видите, что пишет: забери, забери, все забери, все получи. Все отлично, максимально симпатично, создай. Короче, вообще для самых-самых-самых-самых ребят, которые далекие от этой игры, потому что, ну, наверное, есть большущий процент людей, которые просто зашли в игру и просто вышли с игры из-за того, что элементарно не поняли даже, как развиваться. Я не знаю, насколько нужно быть далеким, чтобы не понять, как это все делать, но это, я говорю, тот человек, который 6 лет в эту игру играет. Это что было? Вы слышите? Вдруг там есть выжившие, нужно проверить. Нифига себе, вы слышали это? Вы это слышали? Создать нужно растительная волосня. Ребят, только что пролетел самолет, он упал, и даже, ну, бабах был, конечно, маленький, но это все такое. Сложить вещи в ящик. То есть мы однозначно, нам уровень за что-то дали, непонятно за что. Помним, что сразу нужно скидывать все, если мы идем на самолет. То есть, может быть, самолет будет измененный. Тоже очень интересненько выйти на глобальную карту. Сейчас мы и левел повысим. И красиво выйдем на глобальную карту. И чертежи, не, нам это пока не нужно. Мы выходим на глобальную карту, смотрим. Самолет — это неотъемлемая часть. Очень интересно. Изменено все, как говорится, достаточно сложно. Нифига себе! Нифига себе! Last Day совсем другой стал. Шутить, ребят. Охрененно. Все разрисовано. Теперь ты будешь это все открывать постепенно. Одновременно, постепенно. Офигеть. Вот это да. Я такого еще не видел ни разу. Прикольно. Мгм. И кратер вот вам как будто кто-то набурил. Итак, у нас есть только зеленые леса, колбаса и место крушения самолета. Очень новая игра, совсем не то, что я когда-то видел. И, если честно, прям зачесались руки, ноги, борода. Начинать все сначала хочется всегда. Здравствуйте, товарищ зомби. Кстати, встречает нас зомби. До этого я не встречал зомби, которые были бы здесь на разрушенном самолете. Самолет выглядит, сразу скажу, не так, необычно. Ну, то есть совсем не так, как хотелось бы видеть. Рубаха. Но эта рубаха может быть... О, да тут зомби достаточно впечатляющее количество зомби. Совсем другая игра для новичков. Совсем все по-другому. И тут, смотрите, искусственное дыхание не перестает делать своему пацану. Так, есть обыскать чемоданы, говорит. Чемоданы будем обыскивать. Понятно, что все это очень-очень-очень необычненько. И понимаю, что, блин, кайфово, да? Мы кайфуем. Новичок, конечно же, с большой буквы. Круто. Обзор новейших изменений. Не шутя себе, я даже этого не... Собака, и за ним идут зомби. Убить зомби. Хорошо, я кулачный боец. Что, у меня там нечем драться? На, получай. Ты тоже. Хорош, как они отлетают. Ребят, смотрите, как прорисованы. Опа, упал. Просто собака, шо? Подобрать щенка. Мы молодцы, мы выполняем задание. Та ты шо, какой у мамы молодец. Я у мамы какой-то знакомый запах. Это, ну, он дымится, что-то там. Наверное, это... Вот это вот горит, дымит вот туда. Это, наверное, жена, этот, как его... Знакомый запах, жена борщ варит и туда-сюда. Или подруга, или... Ну, ладно. На маму нельзя. Так, сюда все забираем. У нас есть монтировочка. У нас есть большая аптека. Здесь есть пещера. Не шутя себе пещера. Которую уже хочется обыскать. И очень хочется сюда... Ох, маслица. Иди. Да, очень интересно, что же у нас происходит дальше. Просто вот это все прям, ну, настолько кайфово. Пройти путь новичка полностью измененным. Вы, ребят, как? Кто, запишите в комменты. Очень интересно увидеть ваши комментарии. Я помню, что сейчас нам там предложат, типа, О, набор выживальщика.
Тоже недорогой, я вам скажу, но для новичка это очень неплохо. Сразу же говорю, что у нас есть Галачевич, который очень-таки нужен для новичка. И ящиков в разы меньше здесь стало, но лут в разы лучше, если я не ошибаюсь. Корабля распетушила очень сильно. Вернуться домой с щенком здесь. Не могу поверить, что мы смогли поднять эту тушу в воздух. Теперь улетим с этого проклятого места. Жить в лесу вместе с рыдающей тварью невыносимо. Хм, рыдающий? Может быть, рыгающий? Генри сказал, что он опытный пилот, проблем с перелетом быть не должно. Ну, понятно. Проблем-то вообще у вас, пацаны-то, нету. Рыдающий. Я очень сильно хочу жестко пошутить. Рыдающая тварь это... Ладно. Ребят, ваши варианты на рыдающую тварь. Рыгающую, блюющую. Я не знаю. Ну, короче. Очень интересный лут. Я знаю, что нам в ближайшем времени понадобится. Вы помните, да, тоже. Я тоже помню, что нам понадобятся какие-то ресурсики, которые более-менее здесь редкие. Рыдающая тварь. Ух ты, как зарыл носом. Красиво. Красавелла, брателла. Я бы туда внутрь залез. Я бы обшивку оторвал. Я бы с этого корабля, самолета, конечно, сделал бы с помощью еще и монтировкой. С помощью монтировки неплохое жилище. Да вообще здесь жить было бы неплохо. В самом самолете. Зачем тогда строить себе хибару? Вернуться домой с щенком, говорят нам. И это новые задания, новый путь, новое интересное начало любого новичка. Я думаю, что если мы сейчас очень такие проголосуем красиво, давайте, ребят, пишите комментарии, пишите, хотите ли вы увидеть новый путь новичка, который просто вот так вот будет с самого начала развиваться, будет проходить задание за заданием, красиво получать всякие награды. И, конечно же, мне кажется, что это будет очень и очень круто. Так, что здесь? Сложить в ящик все. Вот мы на пути не могу пройти. В ящик все сложу. Уровень дается сам по себе. Непонятно. Новый уровень. Поставить вольер, говорят. Типа, вольер нам уже прям вот так вот с лету. Говорят, что? Вольер. А до вольера еще 13 тысяч дней выживать. Вольер на каком там левеле дается? Так, нам дается вольер вот так вот. Кстати, ресурсы подходящие выпали нам. Естественно, в нужном месте ставим вольер. Там в ближайшем. Нужно собирать или нет? Ага, заполнить автоматически. Бам, паку, бам. Конечно же, очень много еще ресов нужно. Добыть железную руду из залежи. И пошло-поехало. Также не забываем, что мы можем разобрать все это дело и получить нереально большое количество. Об этом совсем в другом видео. У нас сейчас залежи из железной рудой нужно добыть. Ну, а мы знаем, что это как минимум уже совсем в другом видосе. Всем, ребят, спасибо. Изменения для новичков огроменные. Коснулось много чего. И я думаю, что мы сейчас заслужили прохождение вот этого всего. И как минимум получение больших бонусов каждый раз прилетает. Ага, вот тебе то, что не хватает на вольер. Круто. То есть то, что не хватает. Сейчас мы вольерчик построим. Хочу. Честно, я уже загорел. У меня глаза загорелись. Я хочу уже новичка выживать. Оно новое, оно что-то не то. Это типа Last Day. Не, новый Last Day в старом. Старый Last Day в новом или новый Last Day в старом. Что здесь? Плотницкий стол. Давай по-братски сейчас мы тут заработаем вот эту вот тему. А, оно уже все на почте, ё-моё. Так, забираем все с почты. Вы помните, что это все надо, потому что мы как минимум собираем, заполняем. Доски не хватает, 2 ящиков не хватает. Хочу это все собрать. Растительное волокно, доски. А вы знаете, как быстро доски получить? А вот так вот. Бам, доски. Бам, еще доски. Ну и растительное волокно, которое везде здесь падает. И в принципе его больше, чем раньше. Ну, по крайней мере, по количеству может быть так же, но собирается оно теперь по 2. Плотницкий стол нас заставляет построить. Ну, я, как говорится, сторонник вольера.
Не Валеры, а Вальера. Короче, дело к ночи. Нам еще один ящик. И это, я думаю, что достаточно легко будет сделать, если ты имеешь хотя бы немного опыта в игре. И, блин, топора нет. Топор там есть. Но мы можем вот так вот красиво. Все равно нам растительное волокно нужно собирать в большущем его количестве проявлений. Ну и ящик на пути, который я могу уже скрафтить. И это достаточно easy, bro. Давайте вольерчик и посмотрим, изменилось ли что-то с вольером. Но мне кажется, что вольер просто остался вольером. Хорошечно, миссия выполнена. Ну и требуется щенок для того, чтобы все у нас построить. Мне кажется, что я просто пошел не по том пути, которым хотелось бы. Ну, у нас Ральф уже есть, собакин, который требует жрать. Ну, а вам, ребят, огромное спасибо за то, что вы терпели, смотрели. И, кстати, вы заметили, что теперь вместо сушилки для мяса вот такой вот костер. И вместо 5 сочного этого сушеного вяленого мяса 3 мяса вот такого. Тоже изменение.